А вы знаете, с какими татуировками лучше не попадать в тюрьму? Для вас может быть сердечко, а другие будут считать вас за насильника или педофила. Я покажу вам самые опасные наколки, в значение которых вы даже можете не поверить. Не говоря уже про символы американских банд, где за каждую черточку могут пристрелить. А в конце будут самые страшные тюремные наколки, которые даже бьют насильно. Как и для чего бьют татуировки на зоне. Татуировки среди заключенных – это не просто украшение на коже, а своеобразный код, который раскрывает жизненный путь их владельца. Это как паспорт в тюремном мире, где каждый символ имеет свой смысл, рассказывающий о силе, храбрости и необычном пути жизни своего обладателя. А иногда наоборот – клеймо, чтобы в обществе сразу знали о наклонностях заключенного. Ведь люди сидят разные, кто-то просто жену защищал, а кто-то детей насиловал. Отношение к нему окружающих будет сильно разное, как и наколки на теле. Они могут говорить о многом, и дальше я расскажу на примерах. Но для начала вы вообще знаете, как их бьют? Я сильно удивился, когда коснулся этой темы. Тюремные татуировки набиваются с помощью подручных материалов. Самый доступный способ получить иглу – достать скобу из обычной тетради, распрямить и заточить ее об стену или пол. Перед нанесением иглу стерилизуют. Как? Например, с помощью мочи человека, которому будут бить наколку. Чернила тоже не просто достать. Их делают из сажи, полученной от горения пластиковых предметов. Это могут быть одноразовые ложки, тюремные шашки или даже подошва обуви. Пластик поджигают, над дымом держат какую-то гладкую поверхность, с которой можно соскоблить черную копоть. А знаете, чем разбавляют получившийся порошок? Собственной слюной или крепким чефиром с сахаром. И получившуюся жжёнку потом методично заносят под кожу с помощью иглы. Да уж, звучит не очень гигиенично. Но что значат эти самые тюремные наколки? Тут многое зависит не только от рисунка, но и от расположения на теле. Что значит слова и символы на пальцах? И начну с самого спорного места для наколок. Пальцев. Перстни и узоры на них за решеткой – это не просто украшения, а послания для других сидельцев. Одни могут говорить о высоком статусе в криминальном мире, а другие – о статусе униженного за решеткой. Начну с указательного пальца, где перстень чаще всего является напоминанием. Только сам себе можешь быть другом. Татуировка в форме креста на среднем пальце указывает на причастность к миру карманников, символизируя принадлежность к этой особой касте воров. Череп и скрещенные кости, изображение пистолета или ножа, а также буква «К» на теле, указывающие на темные дела их владельца, обозначая его как человека, выполняющего заказные убийства. Кстати, такой символизм у киллеров встречается и в других странах. Классическая символика по всему миру – кличка и дата рождения по цифре или букве на каждом пальце. Так окружающие сразу понимают, кто с ними имеет дело, и могут делать соответствующие выводы. Воровские звезды. Что еще есть из мировой классики? Воровские звезды, когда-то символизирующие высокий статус среди преступного мира, сейчас могут встречаться у широкого круга заключенных, что свидетельствует о снижении их значимости. Восьмиконечная звезда или роза ветров изначально берет свое начало с моря, где служила ориентиром и символом путешествий, риска и защиты среди моряков и пиратов. Этот символ мигрировал в криминальный мир и уже потом приобрел новые значения. Несмотря на то, что он может ассоциироваться с высшими криминальными авторитетами, наличие такой татуировки не всегда однозначно указывает на принадлежность к ворам в законе. В криминальной среде роза ветров стала знаком свободы, неподчинения и протеста против тюремных порядков и государства. Размещение розы ветров на теле может иметь различные значения. В частности, на коленях символизирует абсолютное непризнание любой власти, что очень отзывается у многих криминальных авторитетов. Однако в современном контексте значение этой татуировки может быть менее строго, и она становится более доступной для широкого круга людей, в том числе и для тех, кто далек от криминального мира, подчеркивая склонность к риску или просто служа украшением. Букетики, тигры на плечах и вождь на груди.
А вы знаете, как в тюрьмах обозначают заключенных с ВИЧ? В России даже есть отдельная каста, которую называют букетниками. Это заключенные, борющиеся с различными венерическими заболеваниями. Эти люди получают прозвища, отражающие их болезненное состояние, с присвоением военных званий в зависимости от стадии и тяжести заболевания. Например, полковник может означать человека, страдающего от второй стадии сифилиса, указывая на серьезность его состояния. Таким образом, заключенные помечают человека, чтобы у того не было даже мысли скрыть свой статус при этапировании в другую колонию. А как обозначают самых безумных? Татуировки с изображениями тигров на плечах рассматриваются как символ особой жестокости и свирепости их обладателя. Изображения чертей могут выражать глубокую неприязнь к власти и тюремной системе. Оскал – еще одна популярная тема криминальных татуировок, символизирующая агрессивность и открытое противостояние системе правосудия. Кинжал, пронизывающий шею, может свидетельствовать о совершении убийства в местах лишения свободы, а также о готовности к новым преступлениям. Эта татуировка имеет схожий смысл и в американских тюрьмах, где латинские банды так обозначают своих убийц. Кроме того, капли крови часто обозначают количество совершенных убийств, становясь мрачным счетчиком жизни и забранных владельцем тату. Кстати, из забавного, в СССР татуировки с портретами Ленина и Сталина на груди носили особый смысл. Они считались своеобразной защитой от пуль, исходя из веры, что никто не посмеет стрелять в изображение вождей. Интересно, это кого-то хоть раз реально спасло? Дятел. А знаете, что обозначает наколка в виде дятла? Например, в Америке, где чернокожее население впервые стало использовать термин «дятлы» для описания белых людей, сравнивая их с красноголовыми дятлами за навязчивость и, как им казалось, недальновидность, этот символ перерос в более широкое использование. В некоторых националистических кругах символ дятла стал не только средством самоидентификации, но и выразился в создании татуировок, где этот образ зачастую стилизуется под популярного персонажа мультфильмов Вуди Вудпекера. Эта стилизация не просто попытка внести элемент поп-культуры в свои символы, но и, возможно, попытка подчеркнуть определенные черты, которые они видят в себе или хотят видеть. Я имею в виду безумность Вуди и непримиримость по отношению к своим врагам. Но вот в России и странах СНГ лучше не иметь дятла на теле. В местном тюремном жаргоне дятлом именуются активные гомосексуалисты и заключенные, которые доносят на своих товарищей. Отношение к ним соответствующее. Русалка и кошачья голова. Купола. Но идем дальше. Татуировка русалки, согласно тюремной символике, может быть мрачным напоминанием о преступлении против несовершеннолетнего, сигнализируя о тяжком проступке владельца. Зато в Америке в таком тату нет ничего постыдного и предосудительного, просто героиня из детства. Кошачьи головы и джин на ноге отражают профессиональную принадлежность и личные привычки, от воровства до наркотической зависимости, указывая на сложные жизненные пути людей за решеткой. А что по знаменитым куполам, которые знают во всем мире? Изображение церкви с количеством куполов, отражающих время, проведенное в заключении, и кандалы, символизирующие тяготы тюремной жизни, являются напоминанием о весомом и тяжелом опыте, который приходится переживать заключенным. Тату якудзы и главарей этой группировки. Отдельно я хотел бы затронуть и японскую криминальную культуру татуировок. Ведь про якудзу вы точно слышали. Это японская криминальная организация, наследующая дух самураев и кодекс Бусидо. Она обладает уникальной культурой, в том числе и в сфере татуировок. Практически все бойцы забиты с ног до головы. Это определенный стиль искусства, не побоюсь этого слова. Причем все эти изображения имеют свои определенные значения, которые раскрывают личность носителя, его статус в банде, достижения и даже амбиции. Давайте покажу вам самые популярные из них. Японский лев и собака Фо – символы защиты, силы и благополучия. Их изображения на теле члена якудзы говорят о преданности и желании приносить благо своей семье.
Эти могучие существа стерегут входы в священные и важные места, так же, как и носитель тату стоит на страже интересов своего клана. Карп Кои, преодолевающий препятствия и даже способный превратиться в дракона, по легенде, символизирует стремление к успеху и силу духа. Это изображение выбирают те, кто готов идти против течения и преодолевать трудности на пути к своим целям. Тигр Тора выступает как знак власти и мудрости у бойцов якудзы. Тигр, нанесенный на кожу члена банды, говорит о его высоком статусе, силе и решимости. Этот хищник – символ избранности и выдающихся лидерских качеств, поэтому тигры обычно недоступны для простых бойцов якудзы. Их часто можно встретить на теле боссов или лидеров отрядов. Очень статусная татуировка, которая в Японии вызывает трепет и страх. Японские пионы – отрубленная голова. Кстати, если во всем мире цветы – это достаточно женственное изображение, то вот у бойцов якудзы все наоборот. Пионы являются символом мужества, силы, а также привлечения удачи и богатства. В контексте якудзы эти цветы могут также символизировать риск и храбрость, необходимые для жизни в опасном мире организованной преступности. Еще из интересного, на макуби изображение отрубленной головы напоминает о самурайском наследии и идее самопожертвования. Этот мотив говорит о готовности идти до конца ради клана и его идеалов. Тёу Цзюн, мужчина с мечом в зубах, символизирует несгибаемую волю и стойкость духа, важные качества для члена якудзы, сталкивающегося с опасностями на каждом шагу. Это, разумеется, не все, там сотни различных татуировок. Но давайте расскажу и про другие банды, известные на весь мир. Hells Angels. Hells Angels – один из наиболее известных и противоречивых байкерских клубов мира, зарекомендовал себя как субкультура с богатой и сложной историей. С момента своего основания в 1940-х годах в Калифорнии клуб быстро стал известен не только благодаря своей любви к мотоциклам, но и за участие в деятельности, выходящей за рамки закона, включая торговлю наркотиками, грабежи и проституцию. Если вы смотрели сериалы «Сыны анархии», то там многое подчеркнуто именно из реальности. Тем не менее, сами ангелы часто представляют себя как группу мотоциклетных энтузиастов, подчеркивая свою страсть к двухколесным и общее братство, а не криминальную активность. Эмблема клуба, изображающая голову смерти, вдохновлена знаком 552-й бомбардировочной эскадрильи времен Второй мировой войны, что добавляет глубину и историческую связь к их идентичности. Символика Hells Angels, включая красные буквы на белом фоне и различные вариации татуировок с названием клуба, такие как HA81, где 8-я и 1-я буква алфавита, обозначающие H и A, иногда пишут аббревиатуру AFFA, которая расшифровывается как Angel Forever Forever Angel. Она служит знаком принадлежности к этой уникальной банде на железных конях и своеобразным девизом. У этих ребят даже есть своя концепция, что они принадлежат к 1% людей, которые живут настоящей жизнью и выходят за пределы общественных норм и законов. Распространение Hells Angels ушло далеко за пределы США, и наличие филиалов в Канаде, Новой Зеландии, России и других странах свидетельствует о глобальном влиянии и привлекательности байкерской культуры. 18th Street. Но гораздо более опасной считается банда 18-й улицы, которая представляет собой одну из наиболее значимых уличных группировок с огромным влиянием как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов. Ее корни уходят в многочисленные сообщества Лос-Анджелеса, где она и зародилась, став символом страха и насилия для многих районов. Совершая ежедневно тяжелые преступления, от наркоторговли до грабежей и убийств, эта банда укрепила свою репутацию одной из самых мощных криминальных организаций в стране. Принадлежность к 18-й улице часто подчеркивается через уникальную символику, включая различные вариации числа 18, которые могут быть выражены в татуировках, граффити, одежде и аксессуарах. Эти символы служат не только знаком принадлежности к банде, но и способом демонстрации ее мощи и распространенности. Использование числа 666 как альтернативного обозначения 18, поскольку сумма 3 шестерок равняется 18. Это добавляет к символике банды темный, библейский оттенок, подчеркивая ее бунтарский и антисоциальный характер. Поэтому я думаю, что некоторым популярным рэперам, которые любят прямо на лице набивать 666, лучше не соваться к ним на район.
Позорные татуировки. Но помните, я обещал показать самые постыдные татуировки, которые частенько бьют насильно. Думаю, пора уже про них рассказать. Например, розочки или сердечки, часто набиваемые на ягодицах, несут в себе отметки женственности и могут указывать на сексуальную роль заключенного в тюремной иерархии. Сердечко, в частности, символизирует, что человек был увлечен в мужеложестве, в то время как розочка может свидетельствовать о том, что заключенный имеет определенную привлекательность в тюремной среде у других мужчин. Татуировки глаз на нижней части спины или ягодицах, а также изображение медведей, играющих в тарелки, указывает на гомосексуальность человека, в то время как дьявол, раздевающий женщину, является символом похоти и может быть набит на тех, кто занимает низкое положение в тюремной иерархии. Сложные татуировки, включающие элементы такие как карточные тузы, девушки, дьяволы и подписи унизительного характера, часто связаны с наказанием за изнасилование. Такие тату могут рассказать о совершенных преступлениях и наказаниях. Татуировка девочки, цепляющей платье удочкой на предплечье, а также кабана в профиль с указанием статьи Уголовного кодекса на спине, указывают на особо тяжкие преступления, включая насильственные действия против несовершеннолетних. Такие заключенные сидят в особых условиях, ведь сокамерники презирают подобных арестантов. В тюремной культуре присутствует также традиция набивать мелкие татуировки, такие как тузы маленьких чертенков и пчел на ягодицах тех, кто подвергается сексуальному насилию, отражая количество таких актов. Сколько раз медведь ходил в этот улей? Да уж. Эти символы несут в себе сложные и многогранные значения, формируя уникальный язык, который может быть понят лишь внутри тюремной субкультуры. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Заключение. Все это не значит, что за вашего чертика или сердечко на руке обязательно спросят в тюрьме или другой стране, но лучше думать головой, что и куда вы бьете. Если вам интересна эта тема, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.